Друзья, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на своем канале «Энергия Таро», где сегодня на картах Таро мы рассмотрим культового режиссера, который подарил нам фильмы, ставшие максимально честным и горьким отражением эпохи противоречивых 90-х и полных надежды нулевых. Говорят, что сила в правде. У кого правда, тот сильнее. Эта знаменитая цитата героя Сергея Бодрова из фильма «Брат 2» стала не просто запоминающейся фразой, а истинной сутью жизни режиссера Алексея Балабанова. С этой фразой на самом деле связан его путь, его становление личности. Фильмы «Брат» и «Брат 2» в одночасье сделали режиссера Алексея Балабанова и его друга Сергея Бодрова, а по совместительству главного героя картины, народными героями и любимцами публики. В каждой картине Балабанова, будь то «Брат», «Груз-200» или «Кочегар», есть стремление разобраться, поставить какую-то социальную проблему, найти и изучить характер героев, которые борются с несправедливостью системы. Именно Балабанов был первым постсоветским режиссером, кто смог преподнести зрителю образ настоящего героя, который нужен народу. Своего же героя он нашел на съемках картины «Кавказский пленник», где, увидев молодого Бодрова, понял, что он именно тот, кто должен сниматься в его фильме. В 2002 году происходит трагедия, которая разделяет жизнь Балабанова на до и после. Сергей Бодров вместе со своей съемочной группой погибает в Кармадонском ущелье под завалом после схода ледника на съемках своего нового фильма «Связной». Сегодня мы решили записать этот расклад не только для того, чтобы поговорить о выдающейся личности Балабанова и Бодрова и вспомнить их, но и о том, что, вероятно, гибель Бодрова и его съемочной группы не была случайной. Вполне возможно, что народного героя хотели устранить как потенциально опасную угрозу, потенциально опасную фигуру для системы. Но что же Балабанов? Все мы знаем официальную версию, официальную причину смерти Балабанова – это острая сердечная недостаточность. Но что если Балабанова привели к своей собственной смерти? То бишь помогли ему умереть? Ведь с гибелью своего друга, названного брата Бодрова, так как у них была особенная связь, его звали названным братом Балабанова, он потерял частицу своей души. Есть ли вероятность, что это тщательно спланированный акт, это план по устранению неугодных лиц, которые своим творчеством открывают людям глаза на правду? Все мы помним Цоя, который своими песнями призывал народ к сопротивлению системе, призывал народ проснуться и стать, наконец, свободными. Цой погиб при загадочных обстоятельствах, и что с ним на самом деле случилось, вы можете узнать у меня на канале в одном из моих раскладов, друзья, посмотрите обязательно. Научные труды Левашова, показывающие истинную суть и происхождение человека. Исследования Михаила Задорнова, который хотел вернуть славянам их подлинную историю. Расклад на Задорнова также есть у меня на канале, друзья, посмотрите. Все они представители народного сопротивления против тех, кто захватил этот мир и власть. К ним же относится и наш сегодняшний герой. Герой без времени, Алексей Балабанов. И давайте сегодня мы рассмотрим на картах Таро, что произошло на самом деле с Бодровым и с Балабановым. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом работы более 12 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро помогаю вам разобраться в жизненно важных вопросах. Чтобы заказать у меня личный расклад или обряд, пишите мне в личку, указанную в комментариях под любым видео на канале. Я работаю с практически любыми вопросами и случаями, волнующими вас. Это здоровье, работа, социальные проблемы, какие-то семейные неурядицы, любовные взаимоотношения. Я также ставлю защиты и делаю чистки. А если вы сами хотите стать успешным тарологом и понимать карты так же легко и свободно, как это делаю я, у меня есть для вас кое-что интересное. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов.
Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной Луны» Патрика Валенса бесплатно. Друзья, сегодня с нами славянское Таро сказок. Здравствуйте, карты. Именно эту колоду я захотела взять на Алексея Балабанова. И первый вопрос. Давайте для начала изучим личность человека и узнаем, каким был настоящий Алексей Балабанов, его характеристику личности. Потому что всегда, когда мы с вами делаем расклад на личность, мы узнаем сначала о характеристике личности. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности режиссера Алексея Балабанова, его основную суть. Тройка жезлов. Когда на характеристику личности, я всегда это говорю в раскладе на личность, выпадает младший аркан, не старший аркан, это значит, что человек не проходит свои кармические уроки, кармические задачи по каббалистическому древу Сефирот. И человек, не проходя свои кармические задачи в этой жизни, переводит их в другую жизнь при следующем перевоплощении. Тройка жезлов — человек, который смотрит только вперед, и его не страшат какие-то неурядицы, вполне возможно какие-то враги. Вот черная кошка здесь на столбе в виде некого врага, который мешает, дает какое-то сопротивление человеку, дает не толчок, а наоборот сопротивление. Но вот человек этого сопротивления не боится, он не стоит в ступоре, он не тормозит из-за этого. Он все равно идет вперед, несмотря на то, что он точно знает, что у него есть враги, есть люди, которые не доверяют ему или не доверяют его ценностям, не доверяют его приоритетам, поставленным целям. Он четко знал, чего он хочет в этой жизни, не стоял на месте. Если бы нам выпала двойка жезлов, это значит, что человек стоит на месте, не двигается и боится выйти из зоны собственного комфорта. А здесь человек не боится покинуть зону собственного комфорта. Это значит, что человек смелый, крайне импульсивный, достаточно темпераментный, потому что жезлы у нас здесь огненная энергия, да? Здесь человек, который не боится идти и сказать свое слово, отстоять свое слово. Это характеристика личности Алексея Балабанова. Но все-таки что-то по младшему аркану не давало ему выполнить до конца свою миссию. Мы посмотрим чуть позже, что именно. Какими были его сильные стороны, которые помогали ему жить, а какие уводили его в деструктив и были его слабыми сторонами. Давайте узнаем сильные и слабые стороны в характеристике личности Алексея Балабанова. Карта сама упала, и вот еще карта хочет упасть, пусть будет две карты. И слабые стороны. Покажите мне, пожалуйста, слабые стороны души, духа, характеристики личности Алексея Балабанова, которые уводили его в деструктив и, возможно, не давали выполнить все то, что он должен был выполнить в этом воплощении. Итак, сильные стороны и слабые стороны. Я говорю, да, шел в противовес всему, шел в противовес системе, рубил с плеча, не боялся сказать какое-то красное словцо. За это его многие любили и многие ненавидели. Двойка пентаклей здесь очень необычная. Вообще обычно двойка пентаклей — это человек, который балансирует, который немного тормозит. Здесь девушка отрезает косу, потому что взамен ее косе вырастет вторая, новая, да, другая совершенно. Она это знает прекрасно, поэтому она без зазрения совести, без сожаления отрезает эту косу. Она истинный воин. И рыцарь мечей рядом с двойкой пентаклей говорит о том, что это истинный воин, это борец, боец, человек, который идет напропалую. Здесь двойка пентаклей, человек не тормозит, а наоборот отсекает все лишнее, отсекает все старое, идет к новому и не боится сказать вот это красное словцо. Вот это его сильная сторона в характеристике личности. Слабой стороной в характеристике личности является то же самое красное словцо. Королева мечей. Слишком эмоциональные. Вот женщины, они всегда очень эмоциональные, подвержены больше эмпатии, больше чувствительности, выразить свое мнение, сказать вот как я думаю. И поэтому его очень многие не любили. Очень многие, кто не являлись его друзьями, естественно, да. И вот его слабая сторона в характеристике личности — неумение смолчать, умение отстоять свои границы, но неумение смолчать тогда, когда нужно, когда уже накал страстей, карта красная, нужно немножечко утихомирить себя, нужно немножечко помолчать. Но вот он не умел смолчать, он говорил так, как он думает. Это являлось и его сильной стороной, и его слабой стороной. Почему именно королева мечей здесь, да? Еще раз говорю, излишняя эмоциональность. Возможно, эта излишняя эмоциональность передалась ему по женской линии, да? Либо его окружало очень много женщин, и они тоже каким-то образом сформировали его характеристику личности, да? В конце концов, посмотрев на наше окружение, люди могут понять, кто мы есть на самом деле, да? И здесь королева мечей именно отражение нашего окружения и отражение нашей излишней глубокой эмоциональности Алексея Балабанова. Это его слабая сторона, друзья. А давайте узнаем о ценностях Балабанова. Чем он дорожил, что было его отдушиной. Мы сейчас сначала узнаем о
самой личности Алексея Балабанова, затем перейдем к основным вопросам. Ценности Алексея Балабанова. Чем он более всего дорожил в своей жизни? Что было его отдушиной? Ценности Алексея Балабанова. Работа, конечно, да? Работа, какие-то рабочие моменты. Он постоянно работал, он спал и работал, думал о работе, ему снилась работа, он постоянно был в процессе. Это его цель, это его отдушина, это его главная ценность. И дело не в деньгах. Он был такой бессеребренник. Да? Если мы посмотрим интервью, какие-то старые интервью, человек работал не ради денег, человек работал ради ресурса. Он ковал свой вот этот цветочек красивый, да, который здесь у нас на картине обозначен. Цветок его – это рассвет его сил, рассвет его творческой энергии, чтобы что-то осталось после меня. Хотя он даже и не думал, что что-то останется, что его будут так любить, да, что его будут так смотреть. Он даже сам об этом говорил в одном из интервью. Но здесь именно рассвет моей энергии, рассвет моих сил, рассвет моего творчества. Пусть люди знают, пусть люди видят. Работа для меня – это истинная ценность. И он этого не скрывал. Даже не люди, а именно работа и какие-то рабочие моменты. Что еще было его ценностью? Что еще входило в ценности Алексея Балабанова? Карта сила. Устоять перед какими-то невзгодами и превратностями судьбы и устоять перед какими-то моментами, очень каверзными для него. Возможно, кто-то предлагал деньги, возможно, кто-то предлагал новую квартиру. Я тебе там куплю новую квартиру, или я тебе там деньги, только уйди со сцены, не снимай больше. Вполне возможно, что такие предложения были. И даже несмотря на то, что в какой-то момент его жизни нужны были деньги, он от этого отказывался. Понимаете, в чем ценность? Ценность в том, что есть сила духа у человека, есть выдержка, есть запал, есть энергия на то, чтобы создавать какую-то новую историю в творчестве, да? И здесь есть сила духа, выдержка. Что-то ему предлагают, но он на этого человека рычит, кричит: я не буду брать, я не возьму. Потому что у меня есть не то чтобы даже гордость, да, а у меня есть самоценность. Я понимаю, что я этого не должен делать. То есть здесь ценность в своей собственной самоценности. Вот его главные ценности в том, что он себя действительно любил, уважал как человека уважал, самое главное. Он понимал то, что он на что-то плохое, то, что ему предлагают извне, не пойдет, он будет работать дальше. И он доведет свои дела до конца. По крайней мере, он так думал. Через свое творчество Балабанов показывал борьбу человека с огромной беспощадной машиной, системой. Как на самом деле Балабанов относился к людям, вообще к людям, не только в России, и к России в частности. Давайте узнаем, как Алексей Балабанов на самом деле относился к людям, вообще ко всем людям. Потому что все мы братья и сестры, он и сам говорил, да, поэтому он и снял фильм под названием «Брат». Как на самом деле Балабанов относился к людям вообще в целом, и в частности к России, как на самом деле Алексей Балабанов относился к России. Ну и к людям в России, да, можно так вот обозначить. Как вообще к людям относился? Настороженно. Настороженно. Не могу сказать, что здесь великая какая-то ценность, великая любовь к людям. Настороженно. Потому что, возможно, обижали, потому что, возможно, принижали как-то когда-то, да. Либо человек боялся очень сблизиться с людьми. Боялся сблизиться с людьми в каком плане? В том плане, что вполне возможно, они могли предать потом, или его уже предавали, да, он знал, кто такие люди. С осторожностью, но тем не менее не с ненавистью, да, здесь нет ненависти. Некая осторожность просто присутствует, настороженность. Излишняя эмоциональность, возможно, субъективность мнения, да? Как вообще относился к России? Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей говорит о том, что рыцарь Пентаклей – это вообще самая медленная карта в колоде Таро среди рыцарей. Я ее не очень люблю, потому что она очень-очень тяжело и долго идет к своей цели, если она ее задала, да, эту цель. И здесь подарить ресурс своей стране медленно, но верно, потому что быстро я не могу. Возможно, открыть глаза людям на правду, что происходит на самом деле в России. К России-то он относился хорошо. Солнышко, видите, карта такая светлая, приятная. Открытая сахасрара, открытая верхняя чакра, много золотого цвета на карте, да. Я иду, рыцарь, он все-таки не паш, он что-то делает, это действие. Я иду к своей цели, и я хочу показать всей России, русским людям, в первую очередь, да, русским людям я хочу показать, кто они такие есть на самом деле, открыть им глаза на правду. Но делаю я это очень медленно, но верно. Хорошо относился, но просто знал, что Россия, она в некотором заблуждении находится. Ну, русские люди, да, в некотором заблуждении находятся. Здесь две карты двора. Хорошо, давайте узнаем, как Балабанов относился к себе, к родным своим, к своим родственникам и к своим друзьям хорошим. Говорили, что друзей у него немного. Как режиссер Алексей Балабанов относился к себе, как к человеку. Как Алексей Балабанов относился к своим родным людям, родным и близким людям. И как он относился к своим друзьям. Как Алексей Балабанов относился к себе,
очень скупой на чувства и на эмоции для самого себя. Вот он не умел выражать любовь ни по отношению к другим людям, хочется сказать, ни по отношению к себе. Вот скупой на чувства, жадный на чувства. Все эмоции внутри себя, все эмоции в бессознательном, не выводил эти эмоции в сознание. Он очень был требователен к себе. Вот здесь карта именно требования к себе. Хорошо, как он относился к родным, близким людям. Хорошо, если они под него умели подстроиться. Вот если они делали так, как он сказал. Человек такой был непростой максимально, не буду скрывать, не буду обманывать. Тройка пентаклей – это если ты подстроишься под меня, я подстроюсь под тебя, все у нас получится. Коммуникация, да, мы придем к какому-то общему консенсусу. Здесь, если ты под меня подстроишься, все будет хорошо. Родные и близкие люди тоже, хочется сказать, огребали немножко, да, от него в том плане, что он был очень ответственно подходил к вопросу о работе своей, да, о снятии фильмов, и требователен был к себе, требователен был, конечно, к своим близким людям. Как он относился к своим друзьям? К друзьям вот солнышко здесь, да, светлое солнышко. Друзей у него было действительно немного, потому что по Солнцу человек достаточно эгоистичен в каких-то своих потребностях, наклонностях, эгоистичен по отношению к другим людям и к самому себе в том числе. И карта Солнца здесь выражает человека не то чтобы одиночку, а человека, у которого либо один лучший друг, либо прям вот буквально несколько, да, раз-два и обчелся лучших друзей, но они светят ему свысока. То есть вот он смотрел на них как на что-то яркое, светлое, теплое, нежное, то, что озаряет его душу. Вот они озаряли его душу. Он очень хорошо относился к своим друзьям. Он к близким был требователен, к себе был требователен и жаден и скуп на эмоции к себе и к близким. Потому что здесь пентакли, здесь закрытые кубки вышли у нас, а здесь прямо карта солнышко, да. И эгоистичен еще по карте солнышко, может быть, ревновал, да, кого-то вот из своих друзей, ревновал к другим. Некая ревность была, ревностно относился, но, может быть, этого не показывал. Вот ты там, если мой лучший друг, ты только мой лучший друг, да. Если ты там кому-то уходишь, то все, ты, значит, не мой лучший друг. Ну, здесь есть такой некий момент конкуренции, соперничества с другими людьми за своего лучшего друга, допустим, да? Есть такое. Многие фильмы, рожденные Алексеем Балабановым, а в частности такие культовые картины, как «Брат», «Брат 2», «Груз-200», всковырнули настоящую живую болячку нашего народа. Нами безбожно управляют и держат нас за идиотов. В «Брате» Балабанов показал силу и храбрость русского человека, друга которого убили. И он едет в Америку добиваться справедливости. Давайте отзеркалим сюжет на нашу реальность. Мы получаем образ человека, который не боится системы, не боится выражать и отстаивать свое мнение, не боится вступить в схватку с противником. Такой вопрос. Действительно ли фильмы Алексея Балабанова являются способом выйти из-под гнета системы, учат, как бороться с несправедливостью и делают людей сильнее и смелее? Карты, скажите нам, пожалуйста, действительно ли фильмы Алексея Балабанова являются способом выйти из-под гнета системы, учат, как бороться с несправедливостью и делают людей сильнее и смелее? Показывают червоточину, показывают самое сердце, показывают боль, несправедливость, показывают предательство. Вот здесь вот тройка мечей, показать предательство, как оно есть изнутри. Сделать свой выбор, показать людям то, что они стоят на месте и никак не могут сделать свой выбор. Сделать выбор, чтобы выбраться из вот этого состояния, из тройки мечей, выбраться из несправедливой ситуации, из ситуации, где тебя предали. И только ты сам решаешь, нужно тебе это или нет. Показать, перенаправить человека в десятку кубков. Десятка кубков – это счастливые мгновения. Это люди, которые рядом с тобой, которые любят тебя на самом деле. Выбраться из-под гнета системы, узнать, что такое на самом деле несправедливость, то, что нами безбожно управляют, то, что нас предают, выбраться в новую, лучшую жизнь. Десятка в колодах Таро – это всегда переход во что-то новое. Потому что после десятки всегда рождаются карты двора. Верховная жрица. Верховная жрица – это тайна. Показать то, что скрыто, друзья мои. Показать то, что скрыто. Здесь Баба-Яга летит в ступе. А Баба-Яга в ступе – это у нас кто? Это у нас колдунья злая, это некротика, да? Потому что Баба-Яга – это мертвая женщина. Если читали когда-нибудь сказки, да, если читали сказки наоборот, напишите мне в комментариях, я вам расскажу, какие книги почитать о сказках наоборот, чтобы вы понимали истинный смысл русских сказок. Там Баба-Яга мертвая, которая специально заманивает к себе людей, детей, потом, скажем так, делает с ними нехорошие вещи. Да? И вот здесь Верховная Жрица в виде Бабы-Яги. Это тайная. Это мертвое. Всковырнуть то, что никто не смог всковырнуть, понимаете? Показать то, что никто не показывал до этого. Чтобы люди перенаправили сами себя в новую лучшую жизнь, новое лучшее будущее. Для этого созданы фильмы Алексея Балабанова. Являлась ли миссией Алексея Балабанова в его воплощении режиссера показать людям через свои фильмы, что из себя представляет
реальная власть? Действительно ли это была его миссия? Или у него было какое-то другое предназначение? Да, абсолютно точно, абсолютно верно. Туз жезлов – это миссия, это цель. Это моя цель по жизни, это мое истинное предназначение. Справился ли Алексей Балабанов с этой миссией? Тузы практически в любой колоде всегда отвечают на вопрос «да». Справился ли Алексей Балабанов со своей миссией, со своим предназначением по жизни? Ему помогали друзья, ему помогали товарищи, справился, но не до конца. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей – это работа, и работа проводилась бы еще далее, то есть она бы еще шла, работы еще было много, не початый край работы, да? Вот дойти до миссии, до самой главной проблемы, по крайней мере в нашей стране, в России, ему не удалось. Да, ему помогали друзья, его подводили к этой цели, но он не успел ее завершить, как будто бы он не успел ее закончить. Незаконченная цель. Что у нас на дне колоды? Да, на дне колоды двойка жезлов. Двойка жезлов – это стоим на месте, не двигаемся, думаем, в какую сторону пойти. Правильно ли мы пойдем? Вот здесь вот налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там, себя потеряешь и так далее, да, как в сказке. Вот здесь вот камешек говорит о том, что человек никак не может сделать свой выбор. Или человек пока стоит на месте. Или, может быть, с ним произошло торможение какое-то, его застой личный после трагедии, которая как раз случилась, да, с Сергеем Бодровым, мы сейчас об этом поговорим. И вот здесь человек не доделал все то, что он должен был сделать. Его миссия не завершена, значит, он переродится и в следующей жизни обязательно завершит свою миссию. Будем на это надеяться. Как фильмы Алексея Балабанова воспринимали те, кто удерживает власть и управляет народом? Был ли опасен для них Алексей Балабанов с той точки зрения, что людьми после просмотра его фильмов было бы все сложнее управлять? Давайте узнаем, как они воспринимали его фильмы, считали ли они его потенциальной угрозой для властимущих лиц, как фильм Алексея Балабанова воспринимала верхушка. Потенциальные угрозы, да, потенциальные угрозы. Маг, что ты делаешь, да, ты начинаешь управлять вместо нас, ты перенаправляешь людей на свою сторону, и ты начинаешь всеми 4 стихиями властвовать. Так нельзя, так неправильно. Это мы здесь должны управлять. То есть они считали его потенциальной угрозой. Первый старший аркан маг – это очень серьезный аркан, друзья мои. Это человек, который выводит на свет из тьмы людей. Обратите внимание, как девушка здесь держит жезл поднятый. Жезл – это ее история, жезл – это ее победа, жезл – это ее цель. Вывести человека из тьмы. Здесь летает пентакль у нас, летает птичка как вестник, да, вестники, фильмы его – это вестники. Очень много птичек здесь, да, и птички повествуют о том, что вот в фильмах на самом деле скрыто. Чтобы человек на самом деле понял, из чего ему нужно выбираться. И ты действительно являешься потенциальной нашей угрозой. И чтобы ты не являлся нашей потенциальной угрозой, что-то нужно сделать, да? Как-то нужно это прекратить, да, вот говорю, что-то нужно сделать, как-то нужно прекратить, и прям хочется перевернуть колоду и посмотреть, что на дне. По 5 пентаклей, чтобы этого больше не было, какая-то потеря, чтобы была, да. И здесь еще карта маг и карта 5 пентаклей говорит о потере управления над людьми, о потерянном управлении, то есть невозможно управлять людьми, да, невозможно их как-то схватить. После того, как они будут просматривать его фильмы, все больше и больше будет он снимать, и все больше и больше они будут убеждаться, что властимущие люди – это те люди, которые просто захватили власть, и которые манипулируют людьми, издеваются, манипулируют над людьми и управляют народом безбожно, да. Хорошо, были ли среди этих людей, среди тех, кто удерживает власть и управляет народом, те, кто нес серьезную угрозу для жизни и здоровью Балабанова или его близких? Были ли враги у Алексея Балабанова из верхушки? 4 пентаклей еще говорит о том, что сначала им казалось все это неким весельем, некой забавой. Ну пусть позабавится человек, ну пусть поснимает какое-то время, да, ну что ж с того. Но потом карта маг, видите, нам говорит о том, что постепенно, потихоньку он наращивал свой авторитет, Алексей Балабанов, и уже казался такой явной фигурой на мировой арене, на российской арене, по крайней мере, которая может нести явную угрозу для властимущих людей. Вот здесь некая забава, да. Мы пока не враги, но мы пока наблюдаем за тобой. Пусть повеселится, пусть позабавится человек. Были ли среди властимущих людей, те, кто стоит на верхушке, те люди, которые угрожали серьезно, могли нести серьезную угрозу здоровью и жизни Алексея Балабанова и его близким? Да, карта положительная, 7 жезлов. 7 жезлов, жезлы – это цель. Цель – убрать вот эту жар-птицу, которая светит так ярко, что просто бесит, хочется сказать, да? И светит так ярко, что ее нужно убрать. Обратите внимание, насколько здесь тусклая карта. Мы еще подумаем, мы еще посмотрим на тебя, ну, поразвлекайся пока. Насколько здесь яркая карта. Здесь у нас 4, а здесь у нас 6 жезлов. Пентакли – это медленная карта, замедленная, когда мы посидим, посмотрим, ничего не будем делать. А жезлы здесь уже нужно что-то предпринимать, потому что человек уже, вырос в своих фильмах, и человек пытается достучаться до народа. А это неправильно, это для нас очень плохо и неестественно.
друзья мои. Были люди, которые могли серьезно угрожать здоровью и жизни Балабанова и его близким. Вообще расцвет творчества Алексея Балабанова пришелся на 97-й, начало 2000-х, когда на экраны выходят его фильмы «Брат» и «Брат 2». Сергей Бодров, снявшийся в 2 картинах Балабанова, стал его альтер-эго. Это была особенная связь, которая встречается раз в несколько жизней. Сам Бодров после 2 картин пришел к теме режиссуры и выпустил свой первый фильм «Сестры» под наставничеством Балабанова. И, конечно, не собирался останавливаться на этом. Образ настоящего русского героя был отражен и в фильмах Бодрова. Съемки его новой картины «Связной» пришлись на осень 2002 года. Мог ли любимец народа, тот, кого люди видели героем своего времени, быть неугоден тем, кто наблюдал эту картину сверху? Я говорю опять-таки, да, о властимущих людях. Безусловно. Соответственно, исходя из этого, у меня есть ряд вопросов, а главный, могла ли эта трагедия быть рукотворной, подстроенной для того, чтобы избавиться от Бодрова и его группы? Это мы выясним прямо сейчас, друзья. Друзья, если вам интересна данная тема, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите свой комментарий под видео. Это помогает YouTube продвигать свои видео, а мне делать больше подобного контента для вас. Для вас это всего 1 клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам. Давайте узнаем для начала, как было выбрано место съемки фильма «Связной» Сергея Бодрова. Это было самостоятельное решение и желание Сергея Бодрова? Или кто-то специально хотел, чтобы он туда поехал? Давайте узнаем. Место съемок фильма «Связной» Кармадонское ущелье. Это было самостоятельное решение и желание Сергея Бодрова снимать именно в Кармадонском ущелье? Или кто-то специально его туда перенаправил, подсказал и спланировал это, чтобы он снимал именно в Кармадонском ущелье? Сейчас по ходу дела, по вопросам вы поймете, к чему я веду. Ну, Сергей Бодров думал, что это он принял решение, да? А здесь желания как такового я не вижу, потому что карта справедливости, она такая нейтральная карта, а здесь карта мира в основном, да? Вот я тебе покажу весь мир, посмотри, как красиво, обрати внимание, какие высоты, какие картины. Ах, какая красота! Вот ему кто-то расписывал это место по 21-му старшему аркану «Мир». Но нигде ты не найдешь в мире больше такую красоту. Вот это идеально подходит для тебя. Вот кто-то ему прямо расписывал это место, да? Посмотри, какая красивая карта, какой красивый аркан здесь. И здесь и горы, здесь и все то, что тебе нужно, то, что тебе необходимо для съемок. Но Сергей Бодров в итоге подумал о том, что да, ему предложили, но решение это все равно за ним. Но тем не менее ему так расписали и так предложили, что он просто не мог отказаться. Здесь справедливость карта говорит о том, что ну это я принял решение. Это все-таки было мое решение, но желание не совсем было его, оно было навязано. Потому что ему прям вот так вот, грубо говоря, вталкивали эту идею, да, в него. Говорили о том, что там очень красиво, и ты должен снимать именно там. Друзья мои, здесь вот об этом речь. Хорошо, мы понимаем, что ему кто-то навязал это место, именно Кармадонское ущелье. Давайте теперь следующий вопрос. Сход ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Это несчастный случай или трагедия рукотворная, и произошла она по вине человека или людей? Сход ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Это несчастный случай. Я уже вижу, да? Или же это рукотворное действие, совершенное человеком? Друзья мои, смотрите, когда мы задаем вопросы, когда у нас выпадает хоть одна карта двора, паж пентаклей, здесь ставленник, человек, который исполняет приказ, исполняет просьбу, выполняет какой-то приказ, да, здесь паж пентаклей, человек, который не задумал это действие, но который делает по задумке кого-то. И если у нас на вопросы это сделал человек, или это несчастный случай, его убили, устранили и так далее, выпадает карта двора хотя бы одна, обязательно послушайте это. Это всегда сделал человек, это дело рук человека. На вопрос, сделал ли это человек, выпадает положительная карта 4 жезлов. Это было спланированное действие, да? 4 жезлов — это то, что спланировано, это то, что в какой-то маленькой общине приняли какое-то решение несколько человек. Маленькая община, несколько человек. Или какая-то каста, понимаете, да? Люди, которые собрались вместе и приняли единственное верное решение. И кто-то это сделал, паж пентаклей. Паж пентаклей — это тот, кто подчиняется. Сразу карта силы Иерофант выпадает, да? Иерофант, который все задумал. Иерофант, которому подчиняется, иерофант, у которого своя какая-то идеология, свои устои, тот, кто правит, тот, кто сидит на верхушке, он, посмотрите на него, да, он мертвец в этой колоде. Здесь изображен некий Кощей бессмертный, возможно, вполне не человек даже, да, если вы смотрели мои расклады на канале, то вы понимаете, что нами управляют не люди. Как бы это ни звучало. И здесь иерофант — это нелюдь, который отдает приказ пажу пентаклей, который, соответственно, за денежку, за какой-то ресурс это выполняет. Это каста, это какая-то коалиция, это какая-то община, которая собралась вместе, приняла решение. Сила
человеческая сила. То, что физически сделали, физически, ментально, не суть важно как. Это не природная сила, это сила человека. Поэтому это не несчастный случай, это рукотворное действие, которое произошло в 2002 году в Кармадонском ущелье. Давайте смотреть дальше. Друзья мои, тогда давайте узнаем, каким образом удалось рукотворно осуществить сход ледника на Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Поясню, существует ряд способов для осуществления тех или иных природных катаклизмов рукотворного характера. Это и работа с помощью геофизического оружия, и использование взрывчатки и прочих других инструментов. Каким образом удалось рукотворно осуществить сход ледника на Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года? Каким образом это удалось сделать? Несколько человек пляшут под одну дудку. Как загипнотизированные, что ли, даже, да? Тут как воздействие какое-то. Но тут не совсем как, тут рассказывается кто. А как же удалось? Вот каким образом удалось рукотворно осуществить сход ледника на Кармадонском ущелье? Я не вижу здесь взрывчатки, я вижу здесь работу человека над природой. Поэтому мне увиделось то, что гипноз. Да? Несколько человек работают с природой, как природный катаклизм, вызывают природный катаклизм. Да? Потому что здесь девушка машет птичкам, здесь 5 пентаклей, природные явления. Но, обратите внимание, снова вышла королева мечей, рыцарь пентаклей. Несколько человек, здесь и женщины, и мужчины были в этой шайке-лейке. И королева мечей, возможно, женщина из органов, возможно, женщина из каких-то силовых структур, рыцарь пентаклей, мужчина и еще несколько человек, да, как минимум 3 человека, руководящий состав какой-то. И вот кто-то идет за ними как в гипнотическом состоянии, вот здесь аж целых 3 карты гипнотического какого-то состояния. Вот здесь вот такое ощущение, что как под гипнозом идут несколько людей вот за ними. Идут и делают это. Я поняла, друзья мои, возможно, это магический какой-то обряд. Магический обряд для вызова природного катаклизмов, не геофизическое оружие, а какой-то магический обряд. Либо геофизическое оружие с вызовом природных катаклизмов, и люди повинуются как при помощи какого-то гипноза. Здесь что-то ненормальное, здесь что-то такое, чего не должно быть. 8 мечей, безвыходная ситуация. Безвыходная ситуация, люди не могут сказать нет. Вот есть 2 руководящих лица, как минимум 2 руководящих лица этого процесса, этого действия. Как под гипнозом несколько людей, как минимум 3 человека идут вот за этим руководящим составом, идут к своей цели. 8 жезлов идти к своей цели. 8 мечей, есть препятствия, не могут сказать нет. То есть не могут выбраться из этого порочного замкнутого круга. И здесь как повелевать природой. Вот повелевать природой геофизическое оружие, либо какой-то магический обряд, какой-то ритуал. Но это очень сильный темный ритуал, да? Если это ритуал. Но здесь вот что-то вот с природой, с природными катаклизмами, но это абсолютно точно рукотворное. Люди везде выходят. Понимаете, да? Теперь возвращаемся к Алексею Балабанову. Что произошло с жизнью Алексея Балабанова, с его душой после гибели Сергея Бодрова? Давайте узнаем. Названный брат Сергей Бодров, его альтер-эго Алексея Балабанова, режиссера, его друг замечательный погиб со своей съемочной группой. Что произошло с жизнью Алексея Балабанова после гибели Сергея Бодрова? Что произошло с его душой, с душой Балабанова после гибели Сергея Бодрова? Ярость, злость – это первые какие-то моменты, да, первые выплески, всплеск эмоций. Злость, ярость, такое ощущение, как будто бы он знал, что это все не несчастный случай. Ощущение такое, что я сейчас убью, порешаю всех тех, кто это сделал. Такое ощущение, что он чувствовал душой, просто не мог сказать ни в интервью, ни, может быть, кому-то из близких даже не мог сказать, что это сделано кем-то рукотворно. Рыцарь мечей. Отстаивание своих границ, отстаивание своей территории. Никого к себе больше не подпущу, никого не хочу видеть. Что произошло с душой? Шел дальше, но было тяжело и трудно. Вот колесница здесь Емеля на печке, да, так как это у нас славянское таро сказок, все-таки Емеля на печке, сквозь стужи, сквозь буран, сквозь метель, прорывается к каким-то новым берегам, куда-то едет, но тем не менее ему очень тяжело, сложно, страшно, вполне возможно, холодно. Холод в душе, холод в душе. Здесь я не вижу апатии, здесь я вижу, что человек должен идти дальше, я должен действовать дальше. Вполне возможно, даже ради Сергея, да, который погиб. Гнев, холод в душе, непринятие абсолютное, непонимание. Больше всего на себя гнев почему-то. Вот я чувствую больше всего на себя, как будто берет очень много на себя. Что еще происходило с душой Балабанова после смерти Бодрова? Я говорю, ему казалось, как будто его кто-то обманул, как будто кто-то ему не договорил чего-то. И вот он с этим обманом, с этой тайной какой-то, он погиб. Он как будто кто-то схитрил. Сам Балабанов умер вот с этой тайной, как будто кто-то меня обманул. Какая-то женщина мне идет почему-то. Какая-то женщина меня обманула или просто меня обманула система.
Система тоже женщина, да? Откуда ноги растут, он понимал, но не мог ничего сделать с этим. Меня обхитрили, меня обворовали в прямом смысле этого слова, потому что это еще и карта воровства. Здесь жизнь человека воруют, да? Меня как будто бы напоили ядом, меня отравили изнутри. Вот так себя чувствовал Алексей Балабанов после смерти Сергея Бодрова. Такой вопрос. Был ли план у тех, кто устранил Сергея Бодрова, морально подавить и устранить тем самым Алексея Балабанова? Подвели ли Алексея Балабанова гибелью Сергея Бодрова к своей собственной смерти? Подвели очень медленно, но верно. Эта карта нам уже сегодня выходила. Медленно, но верно иду к своей цели. Цель Пентаклей. Рыцарь никогда не сдается Пентаклей. Это рыцарь кубков может сдаться, потому что рыцарь кубков — это влюбленный мужчина на время, да, с любовью идет, но эта любовь у него может закончиться, испариться. Это рыцарь жезлов идет к своей цели, но не всегда ее достигает. Но рыцарь Пентаклей к своей цели всегда идет и дойдет. Пусть не сразу, но медленно и верно. И снова у нас выходит рыцарь. И снова у нас выходит человек. Это значит, действительно, есть и люди, есть сейчас, были тогда, у которых был план устранить и Бодрова, и Балабанова. Был ли план у тех, давайте еще одну карту вытянем, кто устранил Сергея Бодрова, морально подавить и устранить тем самым Алексея Балабанова? Подвели ли Балабанова к своей собственной смерти? Подвели, да? Тройка Пентаклей — преобразовать, подстроить. Подстроить все так, чтобы он сам ушел. Двойка жезлов — это человек сам выбирает свой путь. Он сам туда движется, сам стремится. Мы как будто бы вообще ничего не делали. Понимаете, как очень хитро. Хитро, мудро, то, что он сам уходит из жизни. Мы делаем это сами, но он сам как будто бы уходит из жизни. Мы подстраиваем все так, что он сам уходит из собственной жизни. Что на дне колоды, и мы теряем его. Пятерка Пентаклей. Все. Пятерка Пентаклей — потеря. Давайте узнаем теперь, знал ли Алексей Балабанов, что у них с Сергеем Бодровым есть враги. Знал ли режиссер Алексей Балабанов, что у них с Сергеем Бодровым есть такие враги, которые могут их устранить? Догадывался. Паш кубков — это догадываться. Не знать точно, но догадываться. Бояться каких-то догадок, может быть, тревожиться. Потому что здесь зайчишка у нас, да, зайчишка-трусишка. Но я не говорю о том, что Алексей Балабанов трусил. Я говорю о том, что он боялся сам себе признаться в том, что действительно есть враги. Посмотрите, Верховная Жрица. Верховная Жрица — это тайный враг. Это тайный враг, с которым нужно бороться. Пятерка жезлов с такими только борется. Но как же его увидеть, если он тайный? И вот в чем загадка. Он догадывался, но он тайный, его не видно, не слышно, не видно. Как его увидеть, как его услышать? Только время все расставит по местам, только время покажет. Либо времени слишком мало. Нужно что-то решать, нужно как-то действовать, а времени нет, и я не знаю, кто он, враг ты на самом деле. Какой он на самом деле, какое у него лицо. Где этот враг настоящий? В Талмуде евреев описан катахезис, где есть строки «лучшего изгоев убей», что означает, что славянин, сильный духом, ведущий за собой народ, опасен для тех, кто управляет народом. В еврейской среде гой — это чужой, не имеющий отношения к их народу. Действительно ли Бодрова и Балабанова устранили, основываясь на принципах катахезиса, как лучших представителей своего народа? Имея в виду евреев, друзья мои, я сейчас говорю только верхушку евреев, которые управляют массами. Я говорю не обо всех евреях. Поймите меня правильно. Итак, действительно ли Сергея Бодрова и Алексея Балабанова устранили, основываясь на принципах катахезиса евреев, что лучшего изгоев убей? И их действительно ли устранили как лучших представителей своего народа по принципу катахезиса в Талмуде? Поймать рыбку на живца. Да. Даже вытягивать больше ничего не буду, посмотрю просто дно колоды. Заманили, устранили. Заманить, устранить, да? Девочка замерзает в холодной чаще леса. Заманили в холодную чащу леса. Заманили Сергея Бодрова, соответственно, в Кармадонское ущелье. Поймать рыбку. Заманить, поймать рыбку на живца. Да, 100%. Это сделали те, кто наверху. Сделали, сами понимаете, кто. Будут ли в России в ближайшее время, в ближайшие 2 года, давайте вот так, подобные люди, как Бодров и Балабанов, которые помогут народу проснуться и встать с колен, не побоюсь этого слова. Такие, как Балабанов, такие, как Цой, такие, как Михаил Задорнов. Перечислять можно по пальцам, но были такие нужные люди, нужные важные люди, которые помогут народу проснуться и понять, что с нашей системой управления что-то не так. Будут ли в ближайшие 2 года такие люди? Темным скоро наступит конец. Будут прорываться такие люди через время, через препятствия, через расстояние, через бури. Им не будут давать свободу слова, их будут устранять. Но они будут, эти люди, они появятся.
Они появятся и как-то хитро пройдут. Такие люди будут, друзья. Колесница – это положительная карта. Семерка кубков мне только не нравится. Да? Возможно, устранят опять, да, кого-то из этих людей. Опять кто-то кого-то устранить может, кто-то кого-то может отравить, устранить. Будут ли такие люди в ближайшие 2 года? Будут. Но темным точно скоро наступит конец. Но, тем не менее, это не говорит о том, что вот такого человека, который снова прорвется, его не устранят. Карта отшельник, он будет тяжело, долго идти, или он уже тяжело и долго идет, но он будет очень мудрым человеком. И мы это сразу поймем и заметим. Девятка, она тяжелая, долгая. Но, тем не менее, через все препятствия, через время этот человек придет в течение 2 лет в Россию. Но что с ним будет дальше, покажет время, опять-таки, да, семерка кубков здесь. Устранить человека, который мешает системе. Такие дела, друзья мои. Такой был расклад. На этом все с вопросами. Я закончу, наверное, сегодня тем, что мне крайне непросто дался сегодняшний расклад. Алексей Балабанов мой любимый режиссер. И когда ты понимаешь, что такие люди с большой буквы уходят по совершенно несправедливым обстоятельствам, понимать это сложно, но в принятии часть нашей жизни. Сегодня мы с помощью карт Таро выяснили, что случайная трагедия на деле спланированный акт по устранению истинных народных лидеров, которые пробуждали в людях дух свободы и настоящие человеческие ценности. Спасибо картам Таро. Сегодня с нами было Славянское Таро сказок. Благодарю вас. У меня еще остался ряд вопросов на эту тему. Для того, чтобы посмотреть ответы на вопросы про Сергея Бодрова и про Алексея Балабанова, подписывайтесь на мой телеграм-чат, где помимо этой информации вас ожидает живое общение со мной и моими подписчиками. Карта дня, обсуждение важных и актуальных тем в мире, а также у кого плохо работает YouTube, могут смотреть расклады в нашем телеграм-чате. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал и пишите свой комментарий с вопросами под видео. А с вами была я, Сабина, и мой канал «Энергия Таро». До скорых встреч!